Всем привет! Сегодня четырехсерийный сериал «Няня», 2016 год, режиссер Ким Йон Су, в ролях Ким Мин Джун и Чо Йо Джон. Сюжет. Главная героиня Инжу назначает встречу журналисту, и начинается ее повествование. Семья. Муж преподает в университете, зовут его Сан Вон. Жена красавица, домохозяйка, занимается рисованием, растениями и воспитывает 3 детей. Старшей дочери лет 6 и 2 грудных близнецов мальчиков. Жена нанимает няню, девушку 23 лет, которая знает 5 языков, имеет университетское образование и хорошие рекомендации даже от свекрови Инджу. Читает Достоевского, но, прямо скажем, не красавица. Зовут ее Сагрю. В общем, она стала соблазнять мужа, попутно в нее влюбился друг мужа. Муж, ясное дело, не особо сопротивлялся. Жена стала догадываться, устраивать сцены. Друг мужа сделал предложение няне, она согласилась, но с условием, что брак будет открытым. Жених согласился. Замужество няни не отрезвило Санвона, а наоборот еще больше добавило чувств, сюда еще примешалась ревность. Истеричная жена стала тяготить мужа и, воспользовавшись происшествием в доме мужа, когда доведенная до отчаяния отвергнутая жена, размахивая ножом, кого-то поранила. Ее упекли в психушку. В психушке, защищаясь, она толкнула нападавшую больную, та ударилась о спинку кровати. Жену осудили и дали срок. В это время муж на воле преследует своей любовью замужнюю няню. Муж няни, догадывается об их связи и дает понять другу, чтобы тот оставил их в покое. Даже вызывает полицию, называя друга сталкером, преследователем. А дальше все как-то запутано. Жену оправдали, она выходит из тюрьмы, назначает встречу мужу в их оранжерее. Они выпили вина, она предложила потанцевать, и во время танца она вонзает не то нож, не то секатор в мужа, и вроде как он умирает. Потом жена отправляется в дом друга мужа и няни и убивает и друга, и няню, но перед убийством няни она выслушивает монолог няни. Зачем она все это затеяла, и оказалось, что когда-то давно отец няни ушел из семьи из-за главной героини Инжу. Они вместе работали, и няня хотела, чтобы Инжу прочувствовала на себе предательство мужа. Но Инджу даже не помнила этого человека. Это версия, рассказанная журналисту. После публикации вся общественность стала на защиту жены и ее оправдали. Но потом выясняется, что же случилось на самом деле. Когда жена сидела в тюрьме, ее навещает муж и вдруг прикладывает ладонь к стеклу. На ладони сообщение, что он убил друга и няню. «Что мне делать?» – спрашивает он у жены. И муж решил, что жена возьмет его вину на себя. Мы наймем хороших адвокатов, и тебя оправдают, но якобы в тюрьме она снова выходит замуж, и этот новый муж поразительно напоминал умершего мужа. Все предположили, что это бывший не умер, а сделал пластику. В финале муж с женой едут на авто, и происходит авария, в которой муж погибает. Но судя по тому, что жена даже не делает попытки спасти мужа, она приложила руку к этой аварии. Перед смертью раненый муж, сидя в горящей машине, произносит «прости». Еще я обратила внимание, что в фильме использован прием «говорящие ноги». В доме родителей за обедом под столом камера показывает ноги мужа, жены и любовницы. Ноги мужа боятся быть разоблаченными. Ноги жены в смятении. Никто не должен узнать, что я все знаю. Ноги любовницы нахальные. Я знаю, зачем я пришла в этот дом. И в постирочной, куда няня посреди ночи вызвала мужа, муж вяло пытается отделаться от няни, но эти ноги в ажурных белых носочках, раскачивающиеся как качели, были как наваждение. Жена, рассказывая журналисту свою историю, сказала: «Я полностью растворилась в муже. Он был для нее всем. И когда он предал ее, весь мир рухнул». Я люблю повторять, что я люблю фильмы про месть. Зло должно быть наказано. Няней тоже двигало чувство мести, которое разрушило все. Саму няню и все, что ее окружало. Инджу не хотела никого убивать, и, как выяснилось, она не убивала. Вот только насчет мужа меня терзают сомнения. Я сторонник мести, но пассивно, если так можно выразиться. Я всегда говорила, Бог накажет. Чтобы не упоминать Бога в суе, сейчас я говорю, судьба все расставит по своим местам. И вы знаете, я человек не суеверный, но, похоже, все именно так и происходит. Сколько книг написано, сколько фильмов снято, но супружеские измены были, есть и будут. И похоже, что ничего нельзя с этим поделать. И у финала 2 варианта. Либо смерть, либо развод. Тема стара как мир, но суть не в сюжетной истории, а в том, кто и как ее рассказал. Всем рекомендую. Да, кстати, незамысловатая песенка мне показалась в стиле Марины Хлебниковой. На сегодня все. Всем пока. 방금 전에 알던 어린
现写早来。